Всем привет, меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. Это видео в рубрике разбор схем, и я сегодня разбираю вот такую схему, которую мне прислали девочки в моем телеграм-канале. Это схема сетки. Вот я связала такой небольшой образец, на его примере мы разберем в этом видео этот узор. Раппорт этого узора кратен 5, плюс 1 воздушная петля к общему количеству, да, вот этому кратному 5, плюс 1 для симметрии. Здесь у нас узор состоит из воздушных петель, они здесь обозначаются вот такими кружочками. Столбик с 2 накидами, это вот такая палочка и 2 черточки горизонтальные. Вот эти черточки обозначают количество накидов. И вот такой элемент в виде закрашенного прямоугольника. Скорее всего, здесь автор имел в виду столбик без накида, но я его заменю на соединительный столбик. Если вы будете вязать столбиком без накида, ошибки не будет. Я провязывала и так, и мне понравился больше соединительный столбик. Так узор выглядит более аккуратным и симметричным. Здесь мы будем провязывать вот этот соединительный столбик. Да, вот если посмотрим выше, в вот эту цепочку из 5 воздушных петель, которая между столбиками. Здесь также обычно провязывается просто под арку столбик без накида. Я буду провязывать его конкретно в центральную из 5 воздушную петлю, для того, чтобы узор четко выстраивался. По обозначению рядов здесь у нас обозначены ряды справа, но для поворотного вязания обычно используют чередование слева-справа, слева-справа, и обычно нечетные ряды у нас начинаются справа, четные ряды у нас начинаются читаться слева направо. Для вязания я буду использовать крючок номер 3 и пряжу Gazal Baby Cotton хлопковую. Набираем 21 воздушную петлю. По схеме мы видим, вот единичка, это обозначается начало первого ряда, и здесь мы видим, для подъема нам нужно сделать 1, 2, 3, 4 воздушные петли, и 3 воздушные петли уже у нас идут в узоре. То есть набираем 4 воздушные петли для подъема, это высота столбика с 2 накидами. Далее вяжем уже узор 3 воздушные петли. И далее по схеме вяжем столбик с 2 накидами и вяжем его в 8 петлю от крючка. Да, то есть у нас 4 для подъема, 3 это петли узора. Делаем 2 накида и отсчитываем от крючка. Вот первая, вторая, третья, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот сюда вяжем. И столбик с 2 накидами провязываем следующим образом. Захватываем рабочую нить, протягиваем через 2 петли на крючке. Снова рабочую нить захватываем еще через 2. Еще раз захватываем и еще через 2, закрывая столбик. Далее по узору у нас 3 воздушные петли. Далее идет вот такой элемент, его можно провязывать либо столбиком без накида, либо соединительным столбиком. Я буду показывать, как провязывать соединительным столбиком. Узор с соединительным столбиком мне кажется более симметричным и аккуратным. Вы можете заменить его на просто столбик без накида. И провязываем его 1, 2, 3, 4, 5 в 5-ю петлю от вот этого провязанного столбика с 2 накидами. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда. И соединительный столбик у нас провязывается, просто захватываем рабочую нить и протягиваем сразу же через все петли на крючке. Далее по узору 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее снова у нас провязывается столбик с 2 накидами. Мы снова отступаем от провязанной только что петли 5, да, и в 5-ю вяжем столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5.
Далее делаем 5 воздушных петель. Далее столбик с 2 накидами в эту же точку, в которую мы только что провязывали столбик с 2 накидами. 2 накида и сюда же еще один столбик. Далее делаем 3 воздушные петли. Отступаем от только что провязанной петли 5 и в пятую провязываем соединительный столбик или столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Три воздушные. И подходим уже к концу первого ряда и смотрим по схеме. Вот так у нас заканчивается последний ряд. Мы провязываем в последнюю петлю цепочки столбик с 2 накидами, 2 воздушные и сюда же столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Да, вот мы подошли в последнюю, все правильно мы провязываем. И делаем сюда столбик с 2 накидами первый. Две воздушные и столбик с 2 накидами сюда же. Все, закончили вязание первого ряда. И переходим на вязание второго ряда. Здесь у нас второй ряд обозначается с правой стороны, но, как правило, в схемах второй ряд и все последующие четные ряды обозначаются с левой стороны, да, так как мы их и читаем. И здесь, да, скорее всего, это круговое вязание, это тоже может быть, но здесь мы будем следовать в четных рядах с левой стороны. И здесь у нас по схеме нужно провязать 4 воздушные петли, то есть не провязывая никаких, да, столбиков в начале, просто начинаем ряд с 4 воздушных петель. Но я заменю одну из воздушных петель столбиком без накида в начале ряда. Для этого сделаю одну воздушную петлю и провяжу во вторую петлю от крючка столбик без накида. И далее сделаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. То есть и таким образом у нас здесь есть 4 петли для работы в следующем ряду. Далее по схеме у нас провязывается столбик с 2 накидами. В предыдущий у меня это соединительный столбик, у вас может быть столбик без накида. И здесь особо считать уже не надо. Вот эта точка, и в нее мы провязываем 2 столбика. Я провязываю вот вершину этого столбика соединительного. Далее по схеме 5 воздушных петель. И в эту же точку столбик с 2 накидами. Далее идет 3 воздушные петли. И далее столбик без накида или соединительный столбик в середину предыдущей арки из 5 воздушных петель. И здесь, смотрите, можно провязывать, проходя просто под арку, вот так, да, и провязываем, например, у вас, если будет столбик без накида, вот так. Либо же провязывать, как я, в саму воздушную петлю. И здесь, смотрите, по точкам, да, здесь вот верхняя горизонтальная петля столбика, запомните это правило, вот лицевая сторона предыдущего ряда, и вот у нас идет столбик, и вот слегка правее от него верхняя горизонтальная этого столбика. Далее уже идут это воздушные петли. Если смотреть с изнаночной стороны на первый ряд, то вот столбик, и здесь уже отзеркалено слегка левее, вот его верхняя горизонтальная. Дальше идут воздушные петли, и нам нужна третья воздушная петля, 1, 2, 3, вот это, и сюда я буду провязывать соединительный столбик, вы можете провязывать столбик без накида. Такое провязывание столбика, именно вот работая с этой аркой, мне кажется более аккуратным, поэтому я его использую.
И здесь можно проходить вот так вот под 2 ниточки этой петли и провязывать. Я буду соединительной, вы можете столбик без накида провязывать. Далее вяжем по узору 3 воздушные петли. И дальше у нас идут столбики с 2 накидами, 5 воздушных и столбик с 2 накидами в эту же точку. И вот это основание, это в предыдущем ряду провязывался соединительный столбик или столбик без накида. Делаем 2 накида и провязываем сюда эту комбинацию. И далее я уже подхожу к концу ряда. И вот смотрим по схеме, вот последний элемент, который я провязала. И далее мне необходимо сделать 3 воздушные петли и провязать соединительный столбик или столбик без накида. Вот мы в первом ряду, помните, делали 4 воздушные петли для подъема и 3 воздушные петли в узоре. И здесь, получается, мы должны сделать в третью от столбика провязанного, в третью мы должны провязать последний столбик в этом ряду. И вот смотрим, вот вершина столбика без накида, это первая воздушная, вторая и третья. Вот сюда провязываем столбик без накида. Четные ряды я всегда буду завершать и начинать столбиками без накида. Все, закончили вязание второго ряда. Далее смотрим третий ряд. Он у нас в точности повторяет первый ряд. И здесь мы делаем 7 воздушных петель, из них 4 это имитация столбика с 2 накидами, и далее 3 воздушные петли уже идут у нас в узоре. Провязываю 7 воздушных. Если вы еще путаетесь, вы можете при наборе вот этих 7 воздушных петель в пятую ставить маркер для того, чтобы в следующем четном ряду провязать сюда последний столбик. 7 воздушных, переворачиваемся и вот в эту точку, откуда у нас выходят эти воздушные петли, или в вершину последнего столбика без накида в предыдущем ряду, или в 8-ю петлю вы можете отсчитать, провязываем еще один столбик без, с 2 накидами. Далее у нас идут 3 воздушные петли, и в середину предыдущей арки из 5 воздушных петель или в третью воздушную петлю провязываем соединительный столбик или столбик без накида, если провязываете вы столбиком без накида. Вот вершина столбика, 1, 2, 3, вот третья воздушная. И сюда я прохожу вот так вот под 2 ниточки, 2 ниточки у меня сверху, 1 ниточка внизу крючка. И провязываю соединительные. Далее 3 воздушные. И перехожу к следующему элементу, столбик с 2 накидами, 5 воздушных, столбик с 2 накидами в предыдущий соединительный столбик или столбик без накида у вас. Далее по схеме у нас идет 3 воздушные петли и соединительный столбик в середину арки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, и вот сюда провязываю соединительный столбик. Еще раз, у вас это может быть столбик без накида. Далее снова 3 воздушные петли и уже заканчиваю ряд. И здесь по схеме мы в последнюю петлю предыдущего ряда провязываем столбик с 2 накидами, 2 воздушные и столбик с 2 накидами. Вот наша последняя петля, это вершина столбика без накида. Две воздушные. И сюда же столбик с 2 накидами. Все, завершили вязание третьего ряда. Четвертый ряд, да, мы переносим начало вот сюда, читаем его слева направо. И здесь мы повторяем второй ряд, делаем 1 воздушную петлю для подъема, провязываем сначала вторую петлю от крючка, столбик без накида, затем делаем 3 воздушные петли. Раз, два, во вторую петлю от крючка формирую столбик без накида, 3 воздушные,
И далее комбинация столбик с двумя накидами, 5 воздушных, столбик с двумя накидами в предыдущую вершину столбика соединительного или столбика без накида. Так, вот здесь эта точка. Далее снова 3 воздушные и соединительный столбик в третью из 5 воздушных петель предыдущего ряда. Далее по схеме 3 воздушные петли, и следующий элемент столбик с двумя накидами, 5 воздушных, столбик с двумя накидами в основании предыдущего соединительного столбика. Так, и далее вот я подхожу уже к концу ряда, смещаюсь на схеме к концу ряда, вот мой последний элемент, который я провязала, и после него вяжу 3 воздушные петли и столбик без накида, обязательно в четных рядах, в конце и в начале мы делаем столбик без накида, в третью, да, или в пятую с начала воздушную петлю, завершая ряд. Вот у нас вершина столбика, 1, 2, 3, вот сюда провязываю столбик без накида последний, провязали 4-й ряд. И далее мы просто чередуем ряды, да, четные и нечетные, они здесь провязываются одинаково. Чтобы не запутаться, вы просто ориентируйтесь на такое чередование рядов. Если вы начали ряд с 7 воздушных петель, то закончите вы ряд столбиком с двумя накидами, двумя воздушными и столбиком с двумя накидами. Далее, значит, у вас следует четный ряд, и он начинается с 1 воздушной петли, столбик без накида во вторую, 3 воздушные, и далее повторяем, чередуем эти элементы до конца и заканчиваем ряд столбиком без накида. Если закончили столбиком без накида, значит следующий ряд у вас нечетный, и он начинается с 7 воздушных петель и столбика с двумя накидами. Узор на самом деле очень простой, здесь можно использовать разную пряжу, вязать разные изделия, какие только ваша фантазия позволит. Вы можете использовать, да, вязать так, как я, соединительные столбики, вот этот элемент соединительным столбиком провязывать, либо же столбиками без накида. И также провязывать либо под арку из 5 воздушных петель, либо в серединку. Здесь у меня небольшой образец, но не совсем понятно, да, что здесь вот образуются такие цветочки, но на образце побольше это будет видно. Все, большое вам спасибо за просмотр, я очень надеюсь, что эта схема стала для вас понятна, если не было понятно, и вяжите с удовольствием, и до новых видео. Пока-пока!